Всем привет, с вами Аркадий Романович, живая торговля по системе Cluster Trader System. Сижу и поражаюсь своей жадности, которая сегодня одолевает меня уже не в первый раз. И хочу вам показать некоторые сделки, которые превратились из сделок с большим профитом в сделки с лоссом. Давайте вот сюда мы с вами посмотрим, вот здесь. Сегодня у меня состоялся трейд, потрясающая сделка по всем параметрам. Это золото, минутный график. Мы видим сегодня чудовищное бычье движение, здорово. И рынок долгое время откатывал, и к 12 дня по Москве подошел к предыдущей структуре. Посмотрите, какой чистый минимум, после него вообще ничего нет, провал. И в подавляющем большинстве случаев, когда вы видите вот такой минимум, который, как островок, и после него вообще ничего нет, да, там провал целый. И этот минимум или максимум чаще всего будет выступать очень сильной зоной поддержки сопротивления. И меня волнуют в таких зонах квалифицированные сигналы. Как вы знаете, я использую систему Cluster Trader и сигналы из этой системы. Соответственно, здесь мы видим с вами TC Buy сигнал. Ну, опять-таки, все как обычно, классическая комбинация. Если вы впервые смотрите это видео, да и вообще мои видео, то посмотрите тренинг «Биржевая торговля 1 день с трейдером». Там все, что вам нужно знать об этой системе, есть. Ну и, конечно, вы можете протестировать эту систему. Для этого нужно пройти по ссылке к этому видео. Ну и с понедельника будете торговать со мной в режиме реального времени, смотреть, как все выглядит наяву, да, и пропустить через себя все основные сигналы. Соответственно, у меня был бай здесь, все идеально, идеальный вход, как обычно. И мои цели были в районе вот этой структуры 1335, что, структура, которая в первую очередь будет достижима, если рынок будет отбиваться отсюда. Так вот, мы прошли 30 пунктов, это объемом в 4 лот, это $1200, плюс-минус. Что я сделал? Когда цена подходила, вот где-то вот здесь я взял свой take profit и передвинул на high. Это имело место два нарушения. Первое нарушение то, что я наплевал на волатильность. Волатильность как раз-таки была в районе 30 пунктов, если мы посмотрим на последние движения. В частности, вот это движение 30 с копейками пунктов, вот это параболическое движение 33 пункта, да, и, казалось бы, разумно поставить take profit на уровне текущей волатильности и на самой ближайшей структуре. Но я этого не сделал, в итоге бам, и вылетел по стоп-лоссу, да, что, конечно, действует мне очень сильно на нервы, но это ни в коем случае не будет перекладываться на мои будущие позиции, на мои будущие сделки. Почему? Потому что мы сейчас планируем с вами новый трейд. Возникает вопрос, как управлять этим, ведь сама система не имеет значения. Почему? Потому что она работает и работает. То есть вот сигналы, да, как я управляю этими сигналами. И нет какого-то общего совета, как нужно действовать в этой ситуации. У тебя нет другого способа, кроме как торговать следующий трейд. То есть нужно просто отключить свое внимание от того, что происходило, не пытаться скрывать свою досаду, высказать ее самому себе, если есть кому-то или там просто, не знаю, в потолок, выскажитесь, вам станет легче, соберитесь и сконцентрируйтесь на следующих трейдах, и тем самым повысьте свое внимание к самым-самым лучшим возможностям. Был еще один трейд, аналогичный этому трейду. Это был контр, очень агрессивный контр, трендовый трейд. Здесь тоже я допустил ошибку. Здесь я вылетел по нулям. Когда цена двинулась вниз, я резко стал трейлить, и вот на этих буквально шипах я выскочил. Я сказал, окей, тогда, думаю, ничего страшного, я же не робот, тем более против такого чудовищного тренда. Я понимаю, что если бы рынок пошел против меня, я бы ничего не сказал. То есть это такая игра эмоций, да, игра относительно того, какой у тебя результат итоговый, и ты уже реагируешь соответствующим образом. Про это нужно забыть, это такие досадные моменты. И ведь чем ты старше как трейдер, тем эти
поражения, ну их можно так назвать, это когда ты, допустим, у тебя один уровень игры, допустим, ты входишь в топ-5 игроков в каком-то виде спорта, да, индивидуальном, и проигрываешь потенциальному аутсайдеру из топ там 100, например, или который находится в первой сотне игроков. Вот. И это вот вдвойне обидно, причем по ходу матча ты лидируешь и чувствуешь себя уверенно, но какие-то вот мелочи играют роль, там чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Ну вот примерно это можно охарактеризовать вот таким образом. Ждем с вами сигнала в районе 1351 за тройскую унцию и надеемся на хороший, надеемся с вами на хороший шорт. Посмотрим, будет ли сигнал. Рынок здорово гуляет, да, после сигнал на sell, сигнал на buy. Ждем здесь сигнала на продажу. Давайте приготовимся. 4 лот мы берем объем. Сейчас, секунду, где у меня здесь? 4 лот. Да. Здесь уже мы сможем поставить короткий стоп, потому что, когда мы торгуем по стрелочному сигналу TC Sell, TC Buy, у нас стоп гораздо будет короче, да, потому что это, как правило, экстрим. Вот мы подходим к зоне, готовимся к шорт-позиции. Первое условие – это появление TC Sell сигнала. Второе условие – это реакция на TC Sell сигнал. То есть, когда рынок после появления стрелки отбивается и затем возвращается снова к зоне, формируя слабую разворотную вершину. Это образует кластер, зону скопления сигналов, кластер 3 Sell с трендом. TC Sell, реакция, попытка сформировать паттерн, пока его нет. Посмотрим, как закроется этот бар. Ждем потенциального паттерна, который называется слабая вершина. Для этого рынку нужно закрыться ниже моей линии, которую я держу. Ждем. Если вот этот бар закроется ниже этого лоу, я возьму еще больше объем. Для чего? Потому что вот этот сигнал обладает вероятностью отработки выше 85-87%. Поэтому, если здесь состоится сигнал, я возьму объем 5 лот. Незначительно больше, но тем не менее. В общем, ждем закрытия этого бара и готовимся открывать позицию. Очень-очень-очень вероятный трейд, если этот бар закроется ниже. Это будет идеальная форма сигнала. Мы продаем, селим 5 лот. Кластер 3 sell. Очень сильный сигнал, коллеги. В подавляющем большинстве случаев после этого сигнала рынок валится. Очень-очень сильный сигнал. 85-87% вероятности того, что это будет профитный трейд. Переходим на нашу платформу. Наш стоп-лосс возьмем буквально на один тик за хай, чтобы случайно не вылететь. Поставим тейк-профиты в район 1348, вот к этой предыдущей зоне, предыдущей структуре. И ждем, потому что у нас очень большие шансы в этой позиции получить профит на уровне $1500. То есть здесь мы можем смело взять. Давайте я сделаю вот так, чтобы мы с вами могли видеть на общий P&L, Profit-Loss. Это идеальная форма сигнала. Вот посмотрите налево. Ведь слева был идеальный сигнал, когда мы с вами включились в эфир. Идеальный сигнал, слабое дно, просто шедевральный сигнал. Один из самых сильных, вот что у этого сигнала, что у этого, потому что это слабое дно, это слабая вершина, вероятность отработки, редко бывает, чтобы они такие идеальные два подряд было, я даже удивляюсь. Да, у них вероятность отработки 85-87%, что это будет профитный трейд, и, как правило, после них очень сильное движение. Но для этого должен быть TC Sell на левой стороне, TC Buy на левой стороне, если это дно, да, и обязательно закрытие вот этого сигнального бара ниже предыдущего бара. Это обязательное условие. И тогда вероятность просто чудовищная получить профит. Я беру минимальный профит вот здесь. Если мы будем падать, мы достигнем 100%. Это, ну, похоже на какой-то лохотрон, да, 100%. Нет, конечно, не 100%, но
вероятность большая, что мы придем сюда. Поэтому я могу поставить расширенный тейк сюда, но я взял чуть больше объем, да, и $1500 это неплохие деньги, да, за там, ну, сколько, я не знаю, рынок будет двигаться к этой зоне. Так что ждем. Да, у нас очень-очень-очень большая вероятность здесь сгенерировать деньги. Потихоньку крадемся к нашим таргетам. Давайте сейчас... Причем мы ретестили эту зону. Посмотрите, была попытка, да, забрать наши волшебные ордера. Какой-то хвост сумасшедший. Почему-то наш ордер не закрылся. Что это такое? Какой-то бедлам. Ладно, это никак нам не мешает. Наши стоп-лоссы не задеты, да. Еще раз, не ставьте слишком плотно, иначе будет выносить. Можем мы их чуть подвинуть, да, но не будем. Ждем наших целей. Да. Сколько у нас в кармане? $700, но этого нам мало. Что у нас по профиту? Мы имеем с вами $1112 профита. Мы сейчас единственное, что можем сделать, это взять свою позицию и поставить в 0. Вот таким образом. Так, ну что, наша позиция закрылась. Мы закрыли золото. Мы сделали с вами 1500. Мне стало легче, да, не буду придумывать, что ой, ну это как бы окей, это естественно. Надо признавать, если ты как к чему-то относишься как-то эмоционально, ну признайся в этом самому себе, и тебе будет легче, и ты снизишь вот этот градус давления. Да. Вот я хочу обратить ваше внимание, сколько трейдов вот за этот короткий отрезок. Да, я пропустил вот этот трейд. Кластер 3 sell, импульсная волна, коррекция, ротация бара sell. Потом было движение вниз. Мы видим TC buy сигнал, слабое дно, один из самых сильных паттернов. И аналогично, но вот этот идеален с точки зрения всех критериев, кластер 3 sell. То есть видим 3 подряд сигнала, в каждом сигнале по 30 пунктов. Да, итого, если мы торгуем объемом в один лот мы умножим 30 на 90, это $900. Я уже обеспечил себе задел на сегодняшний день, даже несмотря на то, что у меня там был лосс, он все равно был не такой большой. Да, и это позволяет гораздо более комфортно чувствовать себя эмоционально при совершении следующих позиций. Но еще раз, это не должно влиять на ваши будущие сделки с точки зрения того, были профиты до этого или лоссы. То есть, ой, были лоссы по этому сигналу, я этот сигнал больше не буду торговать, или вы боитесь. Но опять же, это понятная реакция, мы уходим от боли к удовольствию, мы не хотим торговать то, что приносило боль. Но вот в этом самое большое препятствие к постоянству в трейдинге, когда вы не торгуете то, что, казалось бы, вам принесло 2-3 лосса, вроде ничего страшного, но вы уже так это восприняли, что вы отказываетесь от этих сигналов, и потом следующие эти сигналы отрабатываются, но вы уже смотрите на совершенно другие сигналы, и в результате вы потеряли вот эту нить торговли, нить системности, и пошли снова вот по этому кругу, кругу неопределенности, хаоса, суеты и так далее. Поэтому никогда не торгуйте с позиции того, что как сигнал отрабатывался 2-3 трейда назад, 2-3 минуты назад. Вот сегодня все мои сигналы, которые были, они были профитные, и если убрать вот мои не совсем адекватные действия, да, сегодняшний день суммарно на $5000, это по одному инструменту на одном таймфрейме, торгуя объемом около 4 лот. На этом я закончу запись своего видео. Надеюсь, что оно для вас было полезным. Делитесь с друзьями, оставляйте комментарии. Под этим видео ссылка на тестирование системы. Либо, если вы уже с ней знакомы, то тестировать не обязательно. Подключайтесь на постоянной основе к нашему профессиональному сообществу.